Алекс задумчиво смотрел в окно своего офиса, наблюдая за суетой города внизу. Его жизнь казалась такой же монотонной, как и бесконечный поток машин на улице. Он вздохнул, вспоминая очередное неудачное свидание прошлым вечером. Казалось, что настоящая любовь существует только в романтических комедиях, которые он тайком смотрел по выходным. «Эй, Алекс!» Голос коллеги вырвал его из задумчивости. «Не забудь про вечеринку сегодня вечером. Кто знает, может, встретишь там свою судьбу». Алекс скептически хмыкнул, но кивнул. Что же, еще один вечер в попытках найти ту самую. Он и не подозревал, насколько пророческими окажутся слова коллеги. Вечеринка была в самом разгаре, когда Алекс заметил ее. Высокая брюнетка с загадочной улыбкой стояла у бара, держа в руке бокал с чем-то ярко-розовым. Их взгляды встретились, и Алекс почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он никогда не верил в любовь с первого взгляда, но сейчас готов был пересмотреть свои убеждения. «Привет, я Лена», — сказала она, когда Алекс подошел ближе. «Давай угадаю, ты здесь, чтобы спасти меня от скуки?» Алекс улыбнулся, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. «Ну, я не супергерой, но могу попытаться». «О, не скромничай», — подмигнула Лена. «Я уверена, что ты скрываешь свой плащ под этой рубашкой». Так начался их разговор, который затянулся на всю ночь. Лена рассказывала о своих невероятных приключениях, и Алекс слушал, открыв рот. Она говорила о том, как провела месяц на Северном полюсе, изучая миграцию пингвинов. Алекс был слишком очарован, чтобы заметить географическую ошибку. Как работала над секретным правительственным проектом по созданию невидимых чернил, и как в свободное время спасает котят с деревьев, используя только зубочистку и резинку для волос. «Ты невероятная», — выдохнул Алекс, когда они наконец вышли из клуба под утро. «Я никогда не встречал такого удивительного человека». Лена загадочно улыбнулась. «О, это только начало, дорогой. Жизнь полна сюрпризов, особенно когда я рядом». И она не лгала. Следующие недели были полны невероятных историй и странных совпадений. Каждый раз, когда они встречались, Лена рассказывала о новом приключении. Она утверждала, что выиграла чемпионат мира по стритболу, хотя никогда раньше не держала мяч в руках. Она описывала, как покорила Эверест на шпильках, потому что забыла свои альпинистские ботинки дома. Поначалу Алекс был в полном восторге. Он чувствовал, что наконец-то нашел ту самую, яркую, интересную, полную жизни. Но постепенно начал замечать несоответствия в ее рассказах. «Лена», — осторожно спросил он однажды, «а как же ты успела побывать на Северном полюсе в феврале, если в январе ты была на соревнованиях по серфингу на Гавайях?» Лена даже глазом не моргнула. «О, милый, ты разве не знаешь? Я изобрела телепорт. Это был еще один секретный проект. Правительство не хочет, чтобы люди знали, но я могу тебе доверять, правда?» Алекс растерянно кивнул, не зная, что и думать. С одной стороны, он был уверен, что Лена лжет. С другой, ее истории были настолько захватывающими, что часть его хотела верить в них, несмотря ни на что. Он решил провести небольшое расследование. Начал проверять факты из ее рассказов, искать информацию о ее достижениях в интернете. Но каждый раз, когда он думал, что поймал ее на лжи, Лена находила невероятное объяснение. «Почему я не могу найти информацию о твоей победе в чемпионате по стритболу?» — спросил он однажды. Лена театрально вздохнула. «Ах, Алекс, ты не понимаешь. Это был подпольный турнир. Мафия, ставки, опасность на каждом шагу. Конечно, об этом нигде не пишут. Я рисковала жизнью, чтобы выиграть этот трофей». «А где же трофей?» Не унимался Алекс. «О, его пришлось продать, чтобы откупиться от преследователей». «Но это история на другой раз», — подмигнула она. Чем больше Алекс пытался разоблачить Лену, тем более изощренными становились ее истории. Она называла свою ложь вторым уровнем самовыражения и утверждала, что все ее приключения — это метафоры жизненных уроков. «Понимаешь», — говорила она, — «когда я рассказываю о покорении Эвереста на каблуках, я имею в виду преодоление жизненных трудностей с грацией и стилем». Алекс не мог не восхищаться ее креативностью и быстротой ума.
Несмотря на явную ложь, он чувствовал, что влюбляется все сильнее. Лена привносила в его жизнь то волшебство и приключения, о которых он всегда мечтал. Постепенно он начал принимать участие в ее фантазиях. Когда Лена предложила слетать на Луну, Алекс знал, что это будет просто поездка в парк аттракционов. Но он с энтузиазмом согласился, и они провели день, притворяясь космонавтами, исследующими лунную поверхность. «Осторожно, командир Алекс», — шептала Лена, прыгая по детской площадке. «Здесь может быть кратер». Алекс смеялся, чувствуя себя одновременно нелепо и невероятно счастливо. Он понимал, что Лена живет в своем выдуманном мире, но этот мир был таким ярким и захватывающим, что он не мог устоять перед искушением погрузиться в него с головой. Однако чем дальше, тем сложнее становилось балансировать между реальностью и фантазией. Алекс начал задумываться о будущем. Можно ли построить настоящие отношения на фундаменте лжи, пусть даже такой креативный и безобидный? Он решил устроить эксперимент. Пригласил Лену на свидание с правдой, где они должны были рассказать друг другу свои самые сокровенные секреты. «Давай начнем с чистого листа», — предложил он. «Никаких выдумок, только правда». «Что скажешь?» Лена заметно напряглась, но кивнула. «Хорошо, давай попробуем». Они сидели в маленьком кафе, и Алекс видел, как Лена нервничает, теребя салфетку. Она начала рассказывать о своем детстве, и впервые за все время их знакомства Алекс чувствовал, что слышит настоящую историю. «Я выросла в маленьком городке», — тихо говорила Лена. «Ничего особенного, обычная семья. Папа работал на заводе, мама была учительницей. Я всегда мечтала о большем, о приключениях, но...» Она запнулась. Но реальность оказалась не такой яркой, как хотелось бы. Алекс слушал, затаив дыхание. Он видел, как трудно Лене говорить правду, как она борется с желанием приукрасить историю. «Я приехала в большой город с мечтами о карьере актрисы», — продолжала она. «Но вместо красной дорожки меня ждали бесконечные кастинги и отказы. Я работала официанткой, продавщицей, кем угодно, лишь бы свести концы с концами. И тогда я начала придумывать истории». Она подняла глаза на Алекса, и он увидел в них страх и уязвимость. Сначала это были маленькие выдумки. Я говорила друзьям, что получила роль в рекламе, когда на самом деле меня даже не позвали на кастинг. Потом истории становились все больше и больше. Это был способ справиться с разочарованием, с чувством неудачи. Алекс молча слушал, чувствуя, как его сердце сжимается от сочувствия. «Когда я встретила тебя», — Лена слабо улыбнулась, — «ты выглядел таким нормальным, таким настоящим. Я испугалась, что если ты узнаешь правду обо мне, то не захочешь даже разговаривать. Поэтому я создала эту невероятную версию себя. Ту, которая достойна быть рядом с тобой». Алекс протянул руку и сжал ее ладонь. «Лена, ты не понимаешь. Это настоящая ты, которую я вижу сейчас, гораздо более удивительная, чем все твои выдуманные персонажи». Лена всхлипнула, и Алекс увидел, как по ее щеке скатилась слеза. «Правда? Ты не разочарован?» «Разочарован?» Алекс покачал головой. «Лена, ты самый креативный, яркий человек, которого я когда-либо встречал. Да, твои истории были выдумкой, но то, как ты их рассказывала, та страсть и воображение, которые ты вкладывала в каждое слово, это все настоящее. Это и есть ты». Лена смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно не веря тому, что слышит. «Знаешь», — продолжил Алекс, — «может быть, нам стоит использовать твой талант рассказчика по-другому. Ты могла бы писать книги, сценарии, создавать миры, в которых люди будут жить, переживать приключения». Лена медленно кивнула, и на ее лице появилась робкая улыбка. «Ты правда думаешь, что я могла бы?» «Я в этом уверен», — твердо сказал Алекс. «И знаешь что? Я бы хотел быть рядом, чтобы увидеть, как ты превращаешь свои фантазии в реальность». В этот момент что-то изменилось между ними. Словно упала стена, которую Лена так долго строила своими выдумками. Они сидели в кафе до закрытия, разговаривая уже не о фантастических приключениях, а о своих настоящих мечтах, страхах и надеждах. Выйдя на улицу, они взялись за руки и медленно пошли по ночному городу.
«Итак», — сказал Алекс, — «какое будет наше следующее приключение? Только на этот раз давай сделаем его настоящим». Лена на секунду задумалась, а потом ее глаза загорелись. «Как насчет того, чтобы написать книгу? Вместе. О девушке, которая придумывала невероятные истории, и парня, который помог ей поверить в себя». Алекс рассмеялся и притянул Лену к себе. «По-моему, это лучшая история, которую ты когда-либо рассказывала». Они поцеловались под светом уличного фонаря, готовые начать новую главу своей жизни, на этот раз основанную на правде, но не менее волшебную, чем все выдумки Лены. Проходя мимо, случайный прохожий улыбнулся, глядя на влюбленную пару. Он и не подозревал, что стал свидетелем начала новой удивительной истории. Истории о том, как ложь может привести к правде, а фантазия — к реальности, более прекрасной, чем любая выдумка.